Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года после того, как был доставлен в реанимацию с внутренним кровотечением. Недавно именитому кутюрье исполнилось 85 лет. Вячеслав Михайлович был известен далеко за пределами Советского Союза, но сам не имел права никуда выехать из страны. У него одевались самые известные женщины, а он мечтал о доступности моды для каждой представительницы прекрасного пола, будь то рабочая ткацкой фабрики или супруга высокопоставленного чиновника. Он с нежной симпатией относился ко всем женщинам, но была в его жизни лишь одна, затронувшая сердце. Та, счастье с которой оказалось разрушенным из-за внешнего вмешательства. С Мариной они познакомились в Московском текстильном институте, где вместе учились. Слава был застенчивым, очень скромным и одновременно солнечным юношей. В детстве и юности на его долю выпало немало испытаний. Отец во время войны оказался в плену, из которого сбежал, но его судили и отправили в лагеря как изменника. Вернулся в семью он лишь в 1956 году. Фактически, Славу воспитывала мама. В Москве Вячеслав с самого начала зарабатывал на жизнь, подрабатывая прислугой. Он обращал на себя внимание каким-то необыкновенным отношением к жизни. В его взгляде лучилась серьезность, граничащая с детской наивностью. И он со всем пылом ребенка верил в то, что его мечты сбудутся, и все женщины страны будут носить красивые наряды, а мужчины сменят свои скучные костюмы на что-то более яркое. Марина покорила будущего законодателя мод своим неиссякаемым задором, умом, интеллектом и небольшим ростом. Застенчивый Слава Зайцев вряд ли решился бы подойти к Марине с предложением встречаться, но она сама обратила на него внимание на одном из студенческих вечеров. Он упал во время выступления на сцене, но смог его закончить и эффектно уйти со сцены. Марина и Слава стали встречаться. Девушка воспитывалась в интеллигентной семье. Ее отец был военным летчиком, мама работала балериной в театре имени Станиславского. Марина вполне могла рассчитывать на более выгодную партию, но Славу она искренне любила. Она же и сделала ему предложение руки и сердца. Молодые люди расписались. Денег на празднование бракосочетания у них не было, и они отметили важное событие в своей жизни прямо на лестничной площадке в подъезде дома, где жила невеста. Они жили совсем не богато, но очень счастливо. В 1960 году у них родился сын Егорка. Слава придумывал для сына удивительные сказки, а маленький Егорка завороженно слушал их часами. Все могло бы сложиться в их семье иначе, если бы не постоянное вмешательство в жизнь супругов тещи. Она считала, что Слава не пара дочери, и постоянно декларировала это, настраивая Марину против супруга. Когда Егору исполнилось 9 лет, Вячеслав, вернувшись домой, услышал от Марины, что они с мамой нашли нового мужа. Здесь он больше не нужен. Слава Зайцев ушел. А Егор воспринял это как предательство. Папы не стало в его жизни. Отец и сын увиделись в следующий раз, когда Егору исполнилось 15 лет. С тех пор Вячеслав Зайцев жил один. Он не мог сдержать слез, рассказывая о том, как встретился с сыном-подростком впервые после развода. Разговор сразу не очень клеился, а уходя, Егор пообещал не говорить об их встрече маме. Пройдут годы, прежде чем Слава и его Маришка начали нормально общаться, прежде чем они забыли старые обиды и взаимные обвинения. Много позже Вячеслав Зайцев пришел к осязанию. Не будь его вынужденного одиночества, он никогда не смог бы достичь тех высот в мире моды, о которых когда-то мечтал. Он стал настоящим открытием и благословением для женщин Советского Союза. Одеваться у Зайцева было престижно. Он мог в течение короткого времени шить эксклюзивный наряд. Был период, когда его коллекции показывали по всему миру, а его самого за границу не выпускали, боясь, что советский кутюрье прельстится западной жизнью и останется жить в Европе или Америке. Много позже для него откроются двери за границу, и он сможет лично присутствовать и представлять свои коллекции на самых престижных показах. Постоянно находясь в центре внимания, работая над новыми коллекциями, купаясь в любви и почитании благодарных клиентов, вечерами Вячеслав Зайцев возвращался домой и оставался один. В этом доме могли бы поместиться все дорогие для него люди, но у каждого свой путь и свое предназначение. Однако Вячеслав Иванович по-прежнему оставался творцом, художником и тружеником, как говорится, старой закалки. Ни болезни, ни утомления, ни возраст, ни скандалы в медиа вокруг его взаимоотношений с сыном Егором не могли заставить его прекратить работать, контролировать выпуск коллекций его модного дома, интересоваться происходящим на мировой модной сцене.
В одном из интервью модельер говорил о том, что, несмотря на признание за границей и дружбу со знаменитыми зарубежными дизайнерами уровня Пьера Кардена и Ги Лароша, он никогда не собирался эмигрировать. «Я русский модельер и не мыслю жизни и работы вне своего народа. Мне много раз предлагали переехать на Запад, но моя душа здесь, в России», — сказал он. И прибавил: «Я могу назвать себя счастливым. Я добился в жизни очень больших высот, состоялся в искусстве, оставил след в истории своей страны». Пожалуй, лучше о Вячеславе Михайловиче Зайцеве, звезде русской моды Славе Зайцеве, просто не скажешь. В 2016 году у Зайцева была диагностирована болезнь Паркинсона. Неизлечимый недуг стал прогрессировать. Модельер не мог сам ходить и не говорил. В сети появились тяжелые кадры с участием художника. Вячеслав Михайлович передвигался в инвалидной коляске. По лестнице в своем особняке он поднимался с помощью крана для людей с ограниченными возможностями. Кадры в сеть выложили люди, которые представлялись близкими друзьями Вячеслава. При этом рядом не было видно родственников и членов семьи Зайцева. Свой 85-й день рождения, 2 марта 2023 года, Вячеслав отметил масштабным показом коллекции «Многоликая мода» в своем доме моды на проспекте Мира. Пожилой модельер появился на банкете в свою честь в сопровождении ассистентов. Однако Зайцев был, как всегда, элегантен в своем неизменном красном пиджаке и держался с большим достоинством. Вечером, 30 апреля, Вячеславу Зайцеву стало плохо. Модельера доставили с желудочно-кишечным кровотечением в Щелковскую больницу, где он и умер в реанимации, не приходя в сознание. Если Вячеслав Михайлович не написал завещание в пользу чужих людей, то 63-летнему Егору Зайцеву, его единственному наследнику, достанется все имущество отца. Имущество – это квартира в Париже, многоэтажный дом моды на проспекте Мира в Москве и усадьба в Каблуково, придуманная и воплощенная модельером. Можно было бы сказать, что Егору и его дочкам Марусе и Насте достанутся и доходы дома моды, но в последние годы там было гораздо больше долгов, чем прибыли. Так что расплачиваться по ним тоже, скорее всего, придется наследникам. Еще 4 года назад арбитражный суд назначал слушание по иску Департамента городского имущества Москвы о взыскании 58 миллионов рублей с дома моды Слава Зайцева. Основанием был долг по арендной плате. Кроме того, сотрудникам задерживали зарплату, они даже подавали заявление в суд. Выкатывали иски поставщики ресурсов, энергетики, интернет-провайдеры. Да еще велась борьба между приближенными дизайнера за власть и деньги. Подобная ситуация возникала и раньше. Тогда дом моды спасли. Но часть здания все-таки была продана. Заболев, Зайцев-старший передал бразды правления сыну. Сам справляться со своей империей он был уже не в силах. Каждый год копятся огромные долги, нужны деньги, а денег нет. Жаловался он несколько лет назад. От артистов заказов не поступало, как это бывало в прежние времена. Да и хорошие мастера разбежались. Словом, разгребать финансовые и имущественные вопросы семьи Зайцевых будет непросто. Однако существует вероятность, что модельер составил завещание в пользу совершенно чужих людей, находившихся в последнее время рядом с ним. Некоторые беспокоятся, что они могли воспользоваться внушаемостью модельера. Экс-директор Дома моды имени покойного модельера Николай Головин считает, что его наследие должно принадлежать государству. Ну, я могу сказать только о своей личной позиции, и мы это обсуждали с Вячеславом Михайловичем. Учитывая то, что Зайцев не только по званию народный художник, он по душе народный, он принадлежит народу. Я не говорю о Доме моды, это бетонные плиты, не более того. Я хочу сказать о другом, уникальном явлении Зайцева. Это явление должно принадлежать государству.